Меня зовут Григорьева Ирина Гургеновна. Я на протяжении многих лет являлась и являюсь сейчас представителем МОД ОКП. Участвовала в процессах как в качестве представителя в исковых производствах, административных, гражданских производствах. Но в настоящий момент, в 2021 году, чтобы исключить мое участие, в какой-то степени устранить от моей правозащитной деятельности, значит, была инициирована процедура помещения меня в психостационар для производства экспертизы, по результатам которой диагноз выставлен психическое расстройство хроническое, раздвоение личности, состояние декомпенсации. Посмотрела я, значит, в Википедии, что такое психическое расстройство и хроническое раздвоение личности. Это когда ложные суждения, умозаключения. Таким образом, психиатры сфабриковали результаты экспертизы так, как у них отсутствуют доказательства ложных суждений с моей стороны. Поскольку в психостационаре я написала более 85 процессуальных документов в письменной форме от руки, где именно и показывается мое мышление, текстовка речи, как я строю предложения. Вот эти вот доказательства не приобщены к материалам экспертизы. Я в больнице КБЗУ СКПБ номер 1, это Краснодар, улица Красная, 1, писала заявление на имя исполняющей обязанности главврача Коновалова Ольга Юрьевна, что прошу приобщить всю мою письменную продукцию к результатам экспертизы. У меня есть печатный текст ксерокопированный этого заявления. Оно также будет предоставлена вся моя продукция и председателю МОД ОКП Ирине Ивановой. Вся печатная продукция. Это качество доказательств. Вышли с предложением следователь. Значит, 10 декабря 2021 года пригласил мою маму в качестве законного представителя. Объявил он, что будет помещать меня в стационар на принудительное лечение. То есть пойдет дело в суд для рассмотрения ходатайства о принудительном лечении. Таким образом, меня полностью исключают из процессов, так как я представляю опасность не обществу, а я представляю опасность для коррупционеров. Также аналогично поступают и моими представителями и защитниками из МОД ОКП, исключая их с процесса, препятствуют моей защите. Таким образом, в России создана организация по фабрикации любых уголовных дел. Как мне известно, с аналогичными действиями совершали в отношении Зяблицева, в отношении Усманова, которые являлись представителями, членами МОД ОКП. Как в отношении меня, так и в отношении названных лиц Зяблица и Усманова совершены действия по фабрикации материалов уголовных дел, по фабрикации экспертных заключений. То есть на протяжении многих лет не изменилась сама структура и средства оружия в Российской Федерации по устранению неугодных лиц, которые выявляют коррупционеров. Я хочу все-таки конкретизировать то, что подобные действия, о которых я говорила, совершаются в отношении правозащитников. Инкриминировала мне статья, часть 1, 298.1 Уголовного кодекса, она не лишает меня свободы, там максимальное наказание 365 дней исправительных работ. Поэтому по этой статье не могут закрыть и тем самым устранить правозащитника. В связи с тем, что переинициирует производство о невменяемости, обращается к психиатрам. И в итоге получают результат, диагнозы, которые позволяют им через медицинскую карательную психиатрию устранить неугодных правозащитников. Таким образом, карательная психиатрия находится на службе у структур, которые занимаются фабрикацией уголовных дел. Именно по этим причинам представители ассоциации МОД ОКП и Контроль Публик не допускают в мои процессы, они предоставляют информацию. Хотя нет никаких законных оснований
не допускать моих избранных защитников. Они в силу закона мои защитники. Более того, мной направлялось заявление, опять-таки напомню, Коноваловой Ольги Юрьевны, это исполняющая обязанности главврача стационара ГБЗУ СКПБ номер 1, и назывались представители из «Контроль Публик» и МОД ОКП, уведомлялись в качестве представителей ссылкой на международные нормы права. Но никаких результатов не получила я, ко мне не допускали избранных защитников ни к общению, ни предоставление информации им о моем здоровье, о моем состоянии. В своей правозащитной деятельности я всегда фиксирую на видеорегистратор совершенные действия должностными лицами, а также в кадре и я участвую. То есть видеорегистрация, видеозапись выявляет и показывает фактические преступные действия должностных лиц. Это им и не угодно, вот эта видеорегистрация. Таким образом, борьба идет с правозащитниками, которые используют видеотехнические средства. Хочу еще добавить, что непосредственно именно акцентировали внимание на амбулаторной экспертизе, когда она проводилась, я была в наручниках, а также на стационарной экспертизе именно корнем зла врачи ставили вопрос, зачем вы производите видеозапись. Неужели без видеозаписи нельзя участвовать в процессах, нельзя беседовать с должностными лицами? То есть даже главврачи были противники видеозаписи. Вот именно доказательства, которые получаются посредством видеозаписи, представляют для них серьезные доказательства, которые подтверждают опасность и опасность их для общества, а не мою опасность для общества. Видеозапись мои действия посредством фиксации представляет опасность для них. Таким образом, мои действия не могут характеризоваться ни как нарушение закона, ни как психическое отклонение, потому что я действую в рамках понятия правозащитник, повторюсь, которое определила ООН. В России нет средств правовой защиты для правозащитников. Я констатирую, что на протяжении даже последних лет не было изменений в сторону улучшения отношения к правозащитникам. Идет, наоборот, усугубляется к ним отношение и преследование. Последние года, 2020-2021 год, я начала на себя ощущать преследование и давление со стороны властей за правозащитную деятельность. Я осознаю опасность для себя, но не могу в настоящий момент покинуть пределы Российской Федерации, поскольку у меня больная мама, 2-я группа инвалидности. И я поэтому нахожусь здесь под угрозой применения ко мне медицинских мер принудительного лечения. Я не удивлюсь, если будут и другие фабрикованные уголовные дела, потому что следователь Пашков задавал психиатрам вопрос, могу ли я содержаться в СИЗО, позволяет мне это здоровье. То есть поэтому у меня оснований полагать, что и уголовное дело по статье может быть, где предусматривает лишение свободы. Таким образом, могут еще быть другие фальсификации в отношении меня уголовных дел, потому что в России нет средств борьбы с произволом. И я доказываю это всей своей правозащитной деятельностью, которая длится несколько лет. Вся моя деятельность правозащитная, она зафиксирована на видеозаписи, располагается на социальном преображении канале в YouTube и непосредственно МОД ОКП и Ассоциация «Контроль Публик» также дублирует эти видео на каналах.